Посмотри на мой кубик, там всегда 20. С этой бандой лучше вообще не связываться. Put up, put up, put up, put up. Oh. Yeah. Silent Go. Infernal Engine. Подпишись, если хочешь такие же криты. Всем привет! В данном ролике рассмотрим команды для первой воронки времени. У меня есть неплохая команда неустрашимости, но приходится бить вообще в итоге аурой, без пятой Торесии. Вот я бью 667, пятая Торесия у нас уже переплюнула миллиард. Да, тут и питомец неплохой. Но мы рассмотрим разные варианты, плюс замены, также в разных командах. Ну что ж, погнали! Если вы хотите поддержать канал, вы можете просто осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании под каждым роликом по очень выгодным ценам, за что вам буду весьма благодарен. И также внутриигровой магазин, в ежемесячных наборах вы можете ввести мой код создателя и получать за это каждый месяц бесплатный гелиолит. Начнем сразу с команды ауры. Если у вас нет Лины, либо она у вас без пробуды и вам там что-то не устраивает, не нравится, то в принципе можете поставить Роуз, как мы это делали в прошлом сезоне. Также и будем ставить тайминг перед вторым боевым, чтобы она счищала штраф защиты и сразу же счищала после второго боевого. То есть и здесь, и здесь. Мы это уже делали, поэтому в принципе ничего не поменяется. И как вариант, также на дальнейшее использование, если у вас, допустим, есть и Сириэльс, а тем более если у нас еще и с пробудой, то можно также ставить его. Тоже урон будет в принципе неплохой. Если у вас будет именно Сириэльс, то тайминги ему не ставим, все, он там по КД просто будет накидывать щитки с посохом, разумеется, и будем стоять до конца. Плюс он будет кидать потом уже, когда талант ему возьмем, невосприимчивость к ослаблениям. Ну, перейдем уже к моей команде, которой я сейчас на данный момент бью. Я пробовал тайминги, кстати, на 16 секунд делать. Это благодаря Лине, но пока что почему-то уронов выходит меньше, так как мы сбиваемся с циклов и так далее. Поэтому пока что бью вот так. Если что-то изменится, то, конечно же, дам знать. Тайминги использую я вот такие. По экипировке. Кстати, так как тайминг 18 пока что, в принципе, кукольник здесь особо-то и не обязателен, так как смысла заливаться нам тут нету от него. Но я все равно поставил, так как там точность и так далее. Ну и плюс, мало ли, вдруг чуть-чуть не будет хватать. Плюс, если у вас какие-то замены, да, без Лины, то по-любому придется кукольник одевать. Дианта у нас в разломе. Лина одета в новом сете. Ей даем максимум защиты. А даже сет я тут не дособрал, не получилось у меня. Но видел, ставят ей вот этот вот сет, так как он уменьшает получаемый урон. Суммируется до 10 раз. То есть неплохой такой сетик для нее. Ну и плюс он дает и здоровье, и защиту. Артефакт сфера драконьего бога. Торесия пока что как-то вообще сборно. Просто где статы были нормальные, то и одел. Шанс крита больше соточки. Линкас как-то так, просто что было, то дал, так сказать. Ну и Энелизис по той же схеме, просто что было, то и напихал. То есть по сетам пока тяжко, хлеб не хочется тратить на всякий мусор этот, так как скоро уже откроются нормальные данжи. Да, по статам, кстати, у меня получается так, что танчит вообще Энелизис. Но команда стоит до конца, без каких-либо проблем. Макс УЗ именно у нее. Тут я уже подсравнил. На первой воронке, в принципе, справляется нормально. Но вы можете также сделать Линкаса, либо Дианту, тут не важно, они живут в принципе неплохо, именно в таком составе. Ну и так, ради интереса запустим бой. Вот, пожалуйста, все стоят спокойненько себе, 664 наковыряли, тоже таланты не стал я фармить пока что. Ну и даже ради интереса можем сдвинуть тайминги на 16 и посмотрите, что из этого выйдет. Так, ну 16 в этот раз получилось даже больше набить. Но вчера у меня были вообще проблемы с выживаемостью, потому что Аня вовремя не пряталась. Но, тем не менее, опять-таки рандом и так далее. На первой воронке еще мы можем себе такое позволить, да? Но потом уже так вот играться не получится.
То есть урона, да, сейчас вышло больше, но как только появится вторая, мы вот так вот жить не будем. И то это я сейчас шмотки чуть поменял, до этого у меня они даже не доживали. Поэтому смотрите, как у вас там будет. Если доживают, то, как видите, чуть-чуть урона больше, но это не колоссальный какой-то прирост был, так как прямой урон увеличенный у нас, получается, первые 15 секунд. И когда мы начинаем съезжать, мы начинаем попадать в вот это окно, где нет стопроцентного прироста к урону, вот на красной голове получается. Из-за того, что мы съезжаем вот так вот, мы в итоге теряем урон, поэтому такое себе на самом деле. И у нас получается как идет? У нас здесь Аннелизис, получается, прячется и скипает ульту босса. Вот. При 16-секундном цикле такого не будет. Она будет у нас в разные промежутки, получается, уходить в ульту. И, скорее всего, потом она уже будет умирать. Ну, пока первая воронка. Можем себе позволить побаловаться, так сказать. Ну, перейдем к следующей команде. Это у нас будет команда неустрашимости. Тут уже мы на Настю ставим свой артефакт, если он есть. Потому что какого-то аналога, бафающего урон, тут как бы и нету, да. У нас команда не всех героев, там молнии, к примеру, да. Поэтому какую-нибудь там сферу мы не можем воткнуть, так как она работать не будет. Потому что у нас герой яда здесь присутствует. Тайминги я использую вот такие. Команда живет вообще на отлично. Рейта продляет ослабление. И получается тот же штраф атаки висит чуть ли не постоянно. Плюс все вот эти дебафы типа штраф точности. Также Рейта продляет, и получается, если дать немножко сопротивления нашему Маштуру, то в принципе стоит вообще без каких-либо дебафов. И то, если даже он там что-то словит, то Рейта все это дело почистит. Плюс Рейта кидает усиление защиты тоже, продляет разломы. Короче, вообще просто сказка. Но данная команда набивает все равно меньше, чем команда Ауры. Потому что у неустрашимых на долгих боях такая фишка, как вот эти вот таланты. То есть чем дольше бой, тем больше Женевьева себе там стакает урона. Так как этих талантов нету, она особо-то и не разгоняется. Но, тем не менее, по экипировке сейчас тоже пройдемся. Вот пока что как-то так. Живут налегке, поэтому всем даем именно таланты на урон. Как только у нас появятся мифики на раздачу атаки, соответственно, мы будем у Насти и у Кульвида брать вот этот талант, чтобы просто было больше атаки для раздачи на старте. То есть Насти и Кульвиде вот эти вот таланты возьмем. Кульвида у нас сети кукольника, точность, разлом, все дела. Рейд тоже кукольники, потому что тут особо ей дать-то и нечего по сетам, потому что мификов пока что у нас нету, соответственно нет рун на ускорение, и даже с этим талантом она не успевает пока что заливаться вовремя, поэтому проще ей дать просто тоже кукольника и сделать спокойно себе нормальный цикл, чтобы у нас все жили, чтобы мы постоянно все продляли, тот же разлом, и в итоге мы по урону выиграем. Гуинавивр у меня вот как-то так собрана была, 105% шанс крита, но характеристики пока слабоватенькие, а откуда им быть в принципе. Настенка как-то так, одел ей также артефакт, урона от этого не особо прибавилось, но дать ей пока что нечего. Маштур в новом сете, дал я, кстати, ему броньку на сопротивление. Тут у него ее даже больше, чем нужно, 180. Тут, мне кажется, достаточно будет даже 80. Потому что, если мы откроем характеристики босса, в принципе, нам тут достаточно иметь 50 там точности, 50 сопротивления. Но, так как Маштур, получается, у нас будет кидать штраф точности, и мы еще и будем бафаться на бонус к сопротивлению, то есть мы эту разницу очень сильно урезаем. И вероятность того, что мы будем ловить штраф к защите, крайне мала. Также пробовал вариант в 4 ДД. В принципе, жили более-менее нормально. Иногда даже там до конца стояли, но урона меньше, потому что с появлением Джина у нас ситуация кардинально поменялась. Нам выгоднее в команде иметь двух саппортов, просто чтобы Джин сильнее бафал нашего мейн-керри. Плюс сейчас такие саппорты, что они также как-то влияют на урон. И в итоге от таких как Тариол здесь профита особо нету. Но выживать при этом сложнее. То есть зачем себе усложнять жизнь, если можно
спокойно себе отстоять и при этом нанести еще и больше урона. Но тем не менее сейчас запустим бой, покажу, сколько данная команда набивает. Я сегодня шмоток еще пофармил, ничего не переодевал. То есть если сейчас что-то ее там переодеть, то урона будет побольше, но 520. Не такой уж большой прям разрыв, но тем не менее он есть. И довольно-таки неприятно, да, что у нас команда из 5 эксклюзивок, 2 из них скрытые эксклюзивки. Ладно, хоть на рету баннер был, но на маштура не было. То есть у нас команда, которую довольно-таки сложно собрать, да, и она набивает меньше, чем команда Ауры с 2 эксклюзивками, ну, точнее уже с 3, если брать команду с Линой, да. У нас получается Анелизис, Таресия и Лина. То есть 3 иксы бьют больше, чем вот такая вот Тима. Это при том, что у меня без 5-й пробуды. То есть так бы вообще разница была в 2 раза получается. На этом в принципе все. Всем спасибо за просмотр. Кому что непонятно, пишите в комментариях. Вступаем в телеграм-канал. До скорых встреч. Всем пока.